Удары советских войск наносились один у Рогачева, а другой несколько южнее, в районе Паричи. 24 июня Жуков, как представитель Ставки, отправился к Рогачеву на наблюдательный пункт армии генерала Горбатова. Горбатова должны были поддерживать 1400 самолетов. Туда же направлялись тяжелые бомбардировщики дальней авиации. Для поддержки наступления под Паричами выделялись существенно меньшие силы – 900 самолетов. Сам Рокоссовский остался в войсках южной группировки. Здесь, под Паричами, ему предстояло наступать по болотистой местности. Из воспоминаний Рокоссовского. Уезжая, Георгий Константинович, шутя, сказал мне, что они с Горбатовым подадут нам руку через Березину и помогут вытащить мои войска из болот. Удар тяжелых бомбардировщиков под Рогачевым наносился ночью. Чтобы летчики правильно сориентировались, на плацдарме выстроили грузовики с включенными фарами. Они светили на восток. Невидимый для противника свет хорошо просматривался с самолетов. Дополнительно зажгли специальные пиротехнические факелы. Горбатов вспоминал. Когда настала полная темнота, мы услыхали сначала нарастающий шум легкой ночной авиации, идущей поражать огневые позиции и траншеи противника. Потом к этому шуму добавился гул тяжелых самолетов. Они шли волна за волной. Вскоре видны стали сотни огненных фонтанов и послышались взрывы. С рассветом операцию продолжил налет штурмовиков. Не успел рассеяться дым от разрывов бомб, как на немецкие позиции обрушились артиллерия и «Катюши». За несколько минут до окончания артиллерийской подготовки на поле боя выехали танки-тральщики. Роты инженерных танков шли в два эшелона уступом. Взрывающиеся мины раз за разом подбрасывали катки тралов. Вскоре в немецких минных полях были пробиты широкие коридоры для танков, самоходок и пехоты. Однако, несмотря на мощный удар с воздуха и успешное разминирование, наступление под Рогачевым отставало от намеченного плана. Немецкая оборона на плацдарме у реки Друдь оказалась достаточно прочной. Напротив, под Паричами, Рокоссовский уже в первый день наступления прорвал немецкую оборону. В образовавшийся прорыв были направлены конно-механизированная группа Плиева и танковый корпус. Расчет Рокоссовского на два основных удара полностью оправдался. Так получилось, что руку помощи Жукову протягивал он. Единственная танковая дивизия группы армий «Центр», вначале выдвинутая для отражения наступления под Рогачевым, в связи с успешным наступлением Рокоссовского срочно развернула свои танки против него. В поспешном марше среди лесов и болот немецкие танки начали выходить из строя. Тем временем Рокоссовский расширил прорыв, и остановить его силами одной дивизии было уже невозможно. Немецкая оборона под Рогачевым, оставшаяся без танков, и вовсе рассыпалась. Уже на четвертый день наступления советские войска полностью окружили немецкую 9-ю армию, и через 2 дня она прекратила сопротивление. В плен было взято более 20 тысяч немецких солдат. Следующей целью советских войск стал Минск. Решающую роль в освобождении столицы Белоруссии предстояло сыграть 5-й гвардейской танковой армии Ротмистрова. Первоначальный план предусматривал бросок армии вдоль шоссе Смоленск-Минск.
Однако взломать оборону немцев под Оршей не удалось. Командующий Третьим Белорусским фронтом Черняховский решил использовать брешь, пробитую его войсками под Витебском. Сюда, в междуречье между Двиной и Днепром, и вошли более 500 танков и самоходок Ротмистрова. В первые 2 дня, не встречая серьезного сопротивления, армия двигалась на Борисов в тыл группы армий «Центр». В это время немецкое командование сделало кадровые перестановки. Фельдмаршала Буша сняли с должности, и группу армий «Центр» возглавил Модель. Для спасения рассыпающегося фронта опять потребовался гений обороны. Войска 3 советских фронтов уверенно шли к Минску. Немцы начали отход к реке Березине, стремясь вырваться из намечающегося котла, но советские войска уже захватили переправы через реку. Под контролем врага оставался единственный мост на шоссе Могилев-Минск. К нему стекались тысячи немецких машин, повозок и пешие колонны пехоты. Один из участников этих событий с немецкой стороны вспоминал. Недалеко от моста, где давка была сильнее всего, разыгрывались невиданные до сих пор сцены. Подводы и машины выталкивали друг друга с проезжей части. Каждый пытался первым въехать на мост. Вспыхивали драки, стояла ругань. Полевая жандармерия была бессильна. А над бегущими немецкими войсками висела советская авиация. Штурмовики Ил-2 безраздельно господствовали в воздухе, осыпая отходящие колонны бомбами и реактивными снарядами. События, происходившие летом 1944 года в Белоруссии, все больше напоминали лето 41-го. Но теперь роли поменялись. Бежали и теснились у переправ немцы. Теперь уже их безжалостно громили с воздуха. Теперь их дивизии и корпуса распадались, теряя управление. Чтобы спасти убегающую от танков Ротмистрова пехоту, командование вермахта бросило в бой бомбардировщики. Они располагались на белорусском балконе, нанося удары по стратегическим объектам в советском тылу. Теперь их использовали для сдерживания наступающих советских танковых колонн. Но дневные атаки тяжелых самолетов в условиях господства в воздухе советской авиации приводили к большим потерям и не давали ощутимых результатов. К концу первой недели боев в Белоруссию стали прибывать немецкие танковые дивизии, переброшенные из Украины. Немецкая 5-я танковая дивизия, усиленная батальоном «Тигров», встала на пути танковой армии Ротмистрова. На некоторых участках фронта немцы применили тактику танковых засад, успешно использованную Катуковым в боях под Москвой. Столкновение с этими танками, большей частью «Тиграми» и «Пантерами», замедлило продвижение Ротмистрова на Минск. Справка. В июле 1944 года в составе 5-й гвардейской армии Ротмистрова не было ни одного нового танка Т-34-85. Эти машины, вооруженные 85-мм пушкой, способные на равных сражаться с «Тиграми» и «Пантерами», его армия получила лишь в августе 1944 года. Танковые бои продолжались около 2 дней. Советские войска несли большие потери, но вскоре из 159 танков у немцев осталось всего 18 машин. Столицу советской Белоруссии, город Минск, объявленный немецким командованием крепостью, обороняло всего около 2000 человек. «Тигры» и «Пантеры» остановили танковую армию Ротмистрова, но создать сплошной фронт обороны не могли. На рассвете 3 июля танки 1-го и 3-го белорусских фронтов ворвались в Минск с севера и юго-востока, замкнув кольцо окружения вокруг остатков 3 немецких армий. Войска 2-го Белорусского фронта гнали перед собой немецкую пехоту, сжимая кольцо окружения с востока. Неделя понадобилась советским войскам для полного уничтожения немецких войск под Минском. В числе 35 тысяч пленных оказалось 12 генералов, из них 3 командира корпуса и 9 командиров дивизий. Всего же за 2 недели боев
Было уничтожено 7 из 9 армейских корпусов, 17 дивизий и 3 бригады.